Ребята, всем привет! Сегодня на обзоре у нас замечательный нож от компании CH, модель 3001. Вообще, если говорить о компании CH, это чисто китайская компания, и на мой взгляд, это, честно, это одна из моих любимых компаний китайских. То есть я имею в виду не компании, которые производят реплики, а компании, которые делают именно свои ножи. То есть они сами разрабатывают дизайн, прорабатывают механику, эргономику ножа, подбирают стали, кстати, в том числе и порошковые. Они практически постоянно используют титан, что тоже очень круто. У них действительно получаются очень крутые ножи, а самое главное, они еще и стоят вменяемых денег. Так что я очень вам рекомендую обратить внимание на эту компанию, компания CH. Ну а теперь давайте перейдем к обзору уже непосредственно вот этого ножа, модель 3001. Это небольшой, стильный и весьма аккуратный нож. Ему нахрен не нужны никакие тактические брюки, различные темляки, бусины и всякая подобная нажиманская аксессуарика. Все, что ему надо, это ненавязчиво сесть на карман пиджака его владельца или находиться на заднем кармане очаровательной попки его владелицы. Да, кстати, у него есть еще вот такая версия для девочек, так что обратите внимание. Итак, это небольшой титановый флиппер с D2 сталью. Он обладает просто пушечным выстрелом, клиночек у него летает просто адски. Этот нож великолепно садится в небольшую руку, однако для большой руки он будет не так удобен. Точнее, в руке-то он сидеть будет весьма неплохо, но вот при открывании ножа вы будете испытывать некий дискомфорт. И руку придется как-то подстраивать под эргономику, чтобы им не порезаться. За то непродолжительное время, что этот нож есть у меня, ему умудрилось порезаться уже аж 3 человека, включая меня самого. А вот люди с небольшой лапкой никаких проблем с ним не испытывают. Сборка ножа на 5 с плюсом. Реально, тут не до чего докопаться. Аккуратные боночки, никаких люфтов, просто потрясающая механика. Клиночек по центру. Кстати, обратите внимание вот на такую штуку. В закрытом положении клиночек доходит практически за подлицо с рукоятью. Тем самым, абсолютно минимизируя какое-то возможное лишнее пространство этой рукояти. И, кстати, вот такой болячкой обладают многие ножи, даже фирменные, когда они делают рукоять длиннее самого клинка. Чтобы далеко не ходить, мы можем взять ту же самую милю, всеми известную. И обратите внимание, еще примерно вот столько остается рукояти, где не использован сам клин. То есть его можно было теоретически сделать длиннее. Либо укоротить саму рукоять. И, кстати, некоторые так делают, кастомизируют, обрезают рукоять мили, и как бы она получается такая урезанная версия. Ну ладно, вернемся к нашему китайскому другу. Замок ножа, мой любимый фреймлок. Также на нем присутствует сухарик. Кто не знает, сухарик это дополнительная металлическая вставка в конце фрейма, с которой происходит контакт самого клинка. Делается для того, что, например, титан или алюминий это достаточно мягкий металл по сравнению с каленой сталью, да, особенно здесь стоит D2. И чтобы фрейм не изнашивался, а контакт шел именно с каленым металлом, здесь ставится вот такая пластиночка, которая называется сухарик. Вот здесь он присутствует, и это тоже хорошо. Клинок на этом ноже, как я уже сказал ранее, это D2. Клиночек у нас немножко засtonewashen. Спуски клинка от обуха и просто сумасшедший рез у этого ножа. Он такой, не знаю, какой-то вообще как скальпель просто режет. Все же сейчас все больше и больше производителей используют так называемую условно спайдерковскую модель клинка, когда спуски идут от обуха. И, конечно, вот такие клинки режут просто монструозно. Нож собран на подшипниковых шайбах, это понятно при первом же его открывании, потому что флипует он просто потрясающе. И вообще механика у этого ножа действительно обалденная. Вот так вот он у нас спокойненько закрывается под собственным весом. Классно. Вот механика просто на высоте. Что мне не понравилось в этом ноже? Первое это его размер, но это лично уже мое субъективное мнение, потому что чисто под мою руку он маловат, и мне, оперировать им не очень удобно, вот эти вот вещи все связанные с флипами, с открываниями, не очень комфортно. Второе, мне не понравилась клипса, она здесь очень жесткая, но, чтобы вы понимали, вот я ее практически не могу отогнуть, не знаю, будет ли это сейчас видно на нашу верхнюю камеру, и вот, например, если взять спаевскую клипсу, она отгибается аж вот так вот. То есть, вот как-то так. И за счет вот такой жесткой клипсы его очень тяжело одевать на карман. Я понимаю, что этот нож не предназначен для тактических брюк. Но так как я в основном хожу в них, а карманы у меня здесь усиленные, одеть его на карман с усилением, мне практически невозможно. Я думаю, что он вполне неплохо сядет на джинсы. Он отлично сядет, как я уже говорил, на карман пиджака, например. Но вот именно, если вы все-таки приверженец каких-то тактических вещей, я думаю, что вам будет действительно чертовски неудобно с этой клипсой.
Подводя итог, хочется сказать, что это такой деликатный джентльменский нож, который не стыдно будет достать в офисе, чтобы что-то там порезать, или на какой-нибудь деловой встрече. И при этом не напугать им своих коллег. Ну и еще раз, я почти уверен, что такой нож отлично подойдет девушкам, так что, мужики, возьмите на заметку, все-таки впереди 14 февраля. Ссылки на покупку этого ножа я все оставлю в описании под видео. И, ребята, уже на этой неделе у нас стартует розыгрыш, в котором один из вас может выиграть вот этот замечательный нож. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и также под видео будут все ссылки, там контакты, инстаграмы, поэтому подписывайтесь. Ну а на сегодня, собственно, все. Всем пока и до встречи в сети.